Всем привет! В этом видео я расскажу, как у меня на эскадре погрузчике Volvo BL71B отвалился вентилятор охлаждения двигателя, к чему это привело, а также как я производил ремонт данной неисправности. Теперь обо всем по порядку. При работе на эскадре погрузчике Volvo BL71B я часто использую гидромолот. Конечно, я понимаю, что ничего хорошего от его использования для машин не будет, так как от вибрации, создаваемой гидромолотом, страдают практически все узлы и агрегаты, начиная от пальцев и втулок и заканчивая двигателем и коробкой. Другими словами, при использовании гидромолота эскатор-погрузчик просто рассыпается. Конечно, я стараюсь отказываться от объектов, где нужно много использовать гидромолот, но отказаться от его использования совсем пока не представляет возможным. И вот недавно снова пришлось установить молот и долбить бетон. Об этом вы можете посмотреть в предыдущем видео. Так вот, выехав из котлована и подняв стрелу, я приступил к детальному осмотру места поломки. Вентилятор охлаждения двигателя вместе с приводным шкивом лежали на дефлекторе, отсоединенные от двигателя. Приводной ремень, разумеется, слетел со шкива. К счастью, радиатор охлаждения двигателя остался нетронутым. Вентилятор со шкивом просто упали на защитную решетку и дефлектор. При этом сам вентилятор тоже не получил повреждений. Определив неисправность, я приступил к демонтажу данного узла. А для того, чтобы до него добраться, мне пришлось демонтировать защитную решетку. Она крепится 5 гайками к пластмассовому дефлектору. И все бы ничего. Но для того, чтобы достать решетку, понадобилось демонтировать воздухозаборник фильтра, открутить 3 болта крепления расширительного бачка и отвести его в сторону, насколько позволяют шланги. К тому же я демонтировал защитный кожух ремня и шкивов помпы генератора. Удалил крепление патрубка от решетки. Попутно демонтировал ресивер кондиционера, отвел его в сторону вместе со шлангами. Ну и открутил крепление компрессора воздушного сигнала. Немного помучившись, я извлек решетку. И теперь открылся доступ к вентилятору и шкиву. Достать из дефлектора вентилятор со шкивом в сборе не получилось, так как расстояние между радиатором и двигателем небольшое. К тому же мешают патрубки охлаждающей жидкости и дефлектор. Поэтому я открутил 4 болта крепления шкива к дистанционной проставке вентилятора. В результате извлек шкив. Теперь приступил к демонтажу ступицы вентилятора. Она крепится к двигателю 4 болтами. Извлек и ступицу. При осмотре ступицы и шкива я обнаружил, что в одном из двух подшипников ступицы отсутствует несколько шариков. А второй подшипник имел следы явного перегрева. Внутренняя линза была фиолетового цвета. Болт крепления шкива остался целым, а вот выточка шкива получила небольшие повреждения. Данный шкив при помощи выточки должен плотно вставляться во внутреннюю линзу подшипника. За счет этого происходит его центрация. А болт, проходящий сквозь ступицу с подшипниками, вкручивается в тело шкива. Замечу, что и у болта, и у шкива левая метрическая резьба. Кроме шкива и ступицы повредился еще и приводной ремень. Теперь, определив повреждения, я отправился на поиски запчастей. Естественно, в нашем городе данных запчастей не было в наличии. Я узнал, сколько стоят детали в других городах. Оказалось, что ступица в сборе с подшипниками и шкив являются деталями Volvo, а не Deutz.
и по цене немного переваливают за 100 000. Отдельно шкив стоит 57 тысяч рублей. К тому же их нужно было заказывать и ждать какое-то время. Такой расклад нас, естественно, не устроил, и мы решили заменить подшипники в ступицы. Так и сделали. В ступицу запрессованы два подшипника, между ними фигурная втулка. Конструкция простая. Подобрав подходящие подшипники, запрессовали их в ступицу. И казалось бы, все хорошо. Но при установке шкива на ступицу имелся небольшой люфт в том месте, где выточка входит во внутреннюю линзу подшипника. Я технический человек, достаточно неплохо знаю физику и механику, поэтому понимал, что этот люфт при сборке никуда не денется, а отцентровать шкив нормально не получится. Поэтому нужно устранять люфт. Но есть люди, которые себя считают самыми умными, и клали они на законы физики. Попытавшись доказать необходимость устранения люфта, я понял, что это бесполезно, и не стал тратить свои нервы. Приступил к сборке узла. Приобрел фиксатор резьбы высокой прочности с рабочей температурой до 150 градусов. Установил шкив на ступицу, нанес фиксатор резьбы на болт и резьбу шкива и затянул болт. Как вы можете видеть, процесс затяжки я произвожу на подножке экскаватора-погрузчика. Для фиксации шкива я применял два стержня, просунув их через отверстие в шкиве. Затягивал с большим усилием, но, конечно, без фанатизма. Шкив притянулся к внутренней линзе подшипника, и, естественно, никаких люфтов не было. Теперь я приступил к установке ступицы и шкива в сборе на двигатель. Этот процесс также несложный. Инженеры Volvo отлично продумали конструкцию. Ступица к двигателю крепится 4 болтами под внутренний шестигранник. В шкиве имеется 4 отверстия, через которые эти болты проходят. А для закручивания и затяжки болтов я применил шестигранник и головку. К слову, головка отлично умещается в отверстиях. На болты ступицы я также нанес фиксатор резьбы и затянул их. Пока еще вентилятор не был прикручен, заменил приводной ремень. Его размеры вы можете видеть на экране. При помощи трещотки и кардана отвел натяжитель ремня и установил ремень на место. Почему именно трещоткой и карданом? Да потому что вороток не достает из-за шланга и топливной трубки, а вороток с удлинителем не умещается в проеме. Затем установил вентилятор на шкив. Положение вентилятора на шкиве я отмечал рисками при разборке, на всякий случай. На болты также нанес фиксатор резьбы. Затягивал болты крест-накрест, дабы избежать перекоса. Теперь, когда вентилятор был установлен на свое место, я опробовал работу. Результат был ожидаем. Биение шкива и вентилятора присутствовали. На видео это, возможно, не видно, так как камера не в состоянии передать этот эффект. Но визуально биение видно. Ну, что тут можно сказать? Слов нет. Но раз уж все детали были установлены, я решил собрать все остальное и покинуть объект. А решением этой проблемы заняться чуть позже. Я установил решетку, кожух, расширительный бачок и так далее. И с таким люфтом уехал с объекта. Я понимал, что этот люфт рано или поздно проявит себя. Но силы тьмы не давали мне устранить его. И так я с люфтом отработал еще около месяца. Наконец, выбрав время, я снова решил разобрать всю эту конструкцию. Снова открутил и извлек решетку, расширительный бачок, ресивер, компрессор, кожух и так далее. Так как болты я закручивал с фиксатором резьбы, для их откручивания я применял строительный фен. Нагревал болты до температуры 150 градусов и откручивал. Весь этот процесс показывать снова не буду, так как он идентичен. Демонтировав шкив и ступицу, я отправился с ними к токарю. Изначально я хотел наварить изношенные участки проточки шкива и заново проточить на токарном станке. Но токарь посоветовал пойти по другому пути.
снять немного металла с опорной части шкива, изготовить втулку и запрессовать ее. Он привел доводы, что сварка может ослабить металл шкива. К тому же можно повредить резец при прохождении по сварке. Предложенный вариант меня устроил. Токарь проточил посадочное место шкива на толщину втулки, изготовил втулку с толщиной стенок 1,5 мм, запрессовал ее при помощи пресса на шкив. К сожалению, видео этого процесса у меня нет, но для наглядности я симулировал этот процесс в программе. Теперь шкив плотно устанавливался во внутреннюю линзу подшипника, за счет чего и центрировался. Я произвел сборку узла снова, и опять все соединения производил с фиксатором резьбы. Теперь при пуске двигателя я наблюдал четкое вращение шкива и вентилятора. По натяжному ролику видно, что его ход минимален, тогда как в первый раз он был намного больше. Теперь визуально не видно никакого биения. Вот так, из-за упрямости одних людей, другим пришлось 2 раза ремонтировать одно и то же. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра, пока.